Андрей Дуйко. Магия денег. О чем эта книга? Эта книга не о том, как заработать миллион. Хотя, как знать. Методы, изложенные здесь, призваны помочь вам стремительно заработать деньги. В каком количестве – это личное дело каждого. Так что не смейте откладывать ее сразу. Даже в том случае, если ваша цель измеряется денежным эквивалентом с 6 нулями, она может пригодиться. Почему я решил написать книгу о деньгах? Потому что мне слишком хорошо известно, как тяжело без них живется. Да и разве это жизнь? С некоторых пор мне также известно, как живется, когда деньги всегда с тобой, когда их просто не может не быть. Мне также хорошо известно, что нужно предпринять, чтобы от первого состояния перейти ко второму, а также и то, как это сделать наиболее эффективно. Если вы сталкивались с чем-то таким, что обычно зовется нищетой, то есть с тем, что лично меня всю жизнь преследовало, и если вы уже пробовали избавиться от этого малоприятного знакомства, то вам также уже известно, что многие приемы по изгнанию этого беса просто не работают. Да, случаются проблески надежды в виде неожиданно появляющихся небольших сумм, но с таким же мгновенным эффектом они, как правило, и испаряются. Вам также должно быть знакомо, каково это – дружить с нищетой, когда образуется семья. Семья появилась, и денег совершенно не стало. Вы в отчаянии, в ход идет все. Как утопающий хватается за соломинку, так и вы идете во все тяжкие. И ведь не скажешь, что вы по жизни лентяй, скорее наоборот, абсолютный трудоголик, как и я. При этом я всегда умел считать деньги, сберегать их и откладывать. Лучше бы я этого не умел. Грань тонка. Чрезмерная зацикленность, и вот вы незаметно превратились в раба денег. Отныне у вас хорошее настроение, когда деньги есть, и совершенно отвратительное и депрессивное, когда они исчезают. Мне случалось все это испытывать на себе. Я все время думал о деньгах, все время подсчитывал их, взвешивал, много ли я потратил и нужно ли было их тратить. Мне было жалко выпускать деньги из рук. Дошло до того, что я не мог отдавать долги. Мне было трудно отдавать даже чужие деньги. Знакомая ситуация, не правда ли? И что обидно, я ведь никогда не упускал возможности заработать. Денежный азарт порождал целеустремленность, которой можно было позавидовать. Но даже работая с утра до ночи, я приходил к одному и тому же стабильному результату. Денег никогда не хватало, а о том, чтобы отложить их немного, не могло быть и речи. О личном автомобиле или квартире я даже не мечтал. Что должен думать обо всем этом абсолютно нормальный человек? Вам разве не приходило в голову, что все это сродни страшному проклятию? Сколько бы денег вы ни зарабатывали, они уходят, как вода сквозь пальцы. Да, так и есть. Над нами, спутниками нищеты, висит проклятие. Ладно, давайте серьезно. Я ведь всерьез подумывала о проклятии. Чтобы избавить себя от злого рока, я ударился в магию. Мне необходимо было понять, что и каким образом здесь можно исправить. Я искал ответы в литературе эзотерического направления. Пробовал применять заговор, пытался проникнуться и разгадать символику сказок и мифов. Я хотел стать Гарри Поттером, открыть волшебную формулу, стать создателем волшебной палочки, один взмах которой вызволит из шлюзов денежные потоки. Мой новый жизненный этап стал эпопеей поисков в запутанном эзотерическом мире. С содержимостью Дон Кихота, пытавшегося совладать с ветряными мельницами, я проштудировал огромное количество книг, публикаций и веб-сайтов. Я тайно подсматривал за людьми, стараясь выследить тот невидимый магнит, притягивающий к ним благополучие. Я много работал над собой, пытаясь отыскать пружину секретного механизма, высвобождение которой сломило бы во мне скрытое сопротивление появлению денег. Я относился к своим опытам очень серьезно и добросовестно. Это был длинный путь. В моем магическом арсенале оказались многочисленные, неработающие средства и методы. Ритуалы на привлечение денег при помощи зеленых свеч и энергии Луны. Многочасовые мантры всевозможным божествам. Медитации на денежную символику. Я посетил не один семинар, где меня приучали дипломатии общения с деньгами. Мне было суждено познать, собрать по крупицам народную мудрость.
Я запретил себе выносить ссор из избы, а деньгам давал возможность переспать дома. Мне есть о чем рассказать. Я изготавливал денежные горшки, деревья и блюдца. Покупал специальные сакральные монеты. Многообещающее посвящение в буддийские практики Джамбалы, которые я прошел, должно было привлечь в мою жизнь деньги. Я не брезговал услугами гадалок и ведьм, обращался за советом к батюшкам и монахам. В конце концов, я просто молился, отдавал десятину, раздавал милостыню. Все было бесполезно. Среди прочего, я практиковал расстановки, пробовал изменять течение кармы. Я разве что не закапывал деньги в землю, как Буратино, но золотой ключик к моему материальному благополучию был по-прежнему запредельно далеко. Ничего из практикуемого мною мне не помогло. Более того, стало еще хуже. Я жил за счет своей и без того нуждавшейся семьи. Мои знакомые, не семи пядей во лбу, все же как-то зарабатывали, а у меня упорно не получалось. Деньги не только не появлялись, но стали меня избегать. Друзья начали надо мной подшучивать, но мне-то было не смешно. Да, сейчас я могу позволить себе эту легкую иронию. С улыбкой вспоминаю эти непростые, но интересные для меня времена, которые, наконец-то, остались в прошлом. Все кардинально изменилось. Сейчас все по-другому. Я хорошо зарабатываю. Мое материальное благосостояние увеличивается прямо пропорционально проделанной работе. Есть четкое ощущение, что люди вокруг специально хотят мне дать возможность заработать, желают помочь и даже как можно быстрее отдать деньги. Что же произошло? В один чудесный день я понял, как можно работать с деньгами. Я определил, что мешает человеку быть материально обеспеченным, не позволяет достигнуть богатства. Мой подъем был стремительным и ошеломляющим, и это произошло мгновенно. Понимание снизошло на меня. Это и было просветлением, четким осознанием, что же такое деньги. Я хочу поделиться с вами этим пониманием. С этой целью я и написал книгу. У вас есть выбор. Прочитать внимательно то, что я написал, и начать жить по-новому, подружившись с деньгами, или идти дальше своим тернистым путем. Правда, если путь уж слишком тернист, можно не дожить до результата. Советую все же прочесть. Полюбопытствуйте, и гарантирую, вы будете в шоке, когда узнаете, какие смешные препятствия были у вас на пути. И уже через 2 страницы вы начнете понимать, почему до сих пор бедны. Глава 1. 10 секретов материального благополучия. Как я привлекаю к себе деньги? Я называю этот метод денежным оргазмом. Это самый действенный из известных мне методов. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое энергия денег и как она возникает? Если вы хотите начать работать с деньгами, как с энергией, вам необходимо понимать, что же это такое. Энергия денег – это совокупность чувств, которые возникают у нас в голове или в теле, когда мы видим деньги, прикасаемся к ним, думаем о них. Давайте проведем эксперимент. Достаньте деньги из своего кошелька и начните думать о них. Если в тот момент, когда вы достали деньги, у вас отсутствовали какие-либо чувства, то это означает, что вы нищий человек. Если вы испытывали страдания, когда доставали из кошелька, или же испытали страдания, когда подумали о них, то просто так вам никогда не стать богатым человеком. Это сигнал к тому, что вам нужно начинать меняться. И вот вам мой первый секрет. Если мы, думая о чем-то или прикасаясь к чему-то, страдаем, то сами же и блокируем этому доступ в нашу жизнь. Таким образом, мы оберегаем себя от продолжения страдания. Я решил провести небольшое расследование и попросил своих знакомых рассказать, что они ощущают, когда берут в руки деньги или думают о них. Вот несколько реальных историй. Петр Анатольевич, 50 лет.
Я всегда нервничаю, когда их нужно тратить. Денег никогда не хватает. Их всегда мало или нет, и взять неоткуда. Игорь, 30 лет. Всегда, когда вижу деньги, в животе появляется ощущение тревоги. Очень расстроился, когда пришлось сделать незапланированную покупку для жены. Нервничал, когда с ребенком ели мороженое в ресторане и пришлось выложить $40. Екатерина, 23 года. Не знаю, как кто-то умудряется зарабатывать деньги, мне их не хватает даже на самое необходимое. И я так от этого устала. Ирина, 40 лет. Когда я трачу, всегда нервничаю. И это связано с тем, что у меня большие планы в жизни. Я много чего хочу, и поэтому жадничаю. Иногда даже самой противно. Стараюсь вовремя не выплачивать сотрудникам. Мне всегда жалко. Когда я расстаюсь с деньгами, то испытываю жалость к ним. Виктор, 32 года. У меня нет жалости к деньгам. Я с легкостью их зарабатываю и трачу. Но я все время их считаю. Помню, что мне нужно оплатить квартиру, офис, выдать заработную плату сотрудникам. Вопрос. Виктор, у вас при этом возникает состояние страдания, когда вы думаете о деньгах? Виктор. Да, я всегда переживаю, когда речь идет о деньгах. Итак, когда вы думаете о деньгах, вы всегда страдаете. Когда вы принимаете деньги, вы тоже страдаете. Ирина. Мой начальник всегда мне недоплачивает, хотя я делаю свою работу правильно. Конечно, когда Ирина берет деньги и видит, что ей недоплатили, она тоже страдает. Людей, которые бедны, объединяет одна общая черта. Они страдают и нервничают, когда думают о деньгах, тратят их и просто видят деньги. Это ключевая черта, причина их бедности. Человеческая психика устроена по принципу «если есть источник страдания, я стараюсь избежать этого страдания». Любые страдания, которые возникают во время того, когда мы смотрим на деньги, берем их в руки, отдаем их или думаем о них, надолго блокируют поступление энергии денег в нашу жизнь. Вы не представляете, как я сам намучился с этим. Каждый мой день начинался со слов «как же жить дальше?». Я работал все больше и больше, а зарабатывал все меньше и меньше. Не дай бог, если ночью вдруг просыпался и начинал думать о деньгах. Сон пропадал, а к утру появлялось желание суицида. Каждая малая трата мешала мне нормально жить. Купил жене сапоги – нервничаю. Потратился на одежду для ребенка – опять нервы. Залил в машину бензин – новое переживание. Единственным спасением для меня, избавлявшим на какое-то время от проблем, стал алкоголь. Я выпивал и меня отпускало. Выпивка помогала не задумываться о своих жалких финансах. С содроганием вспоминаю эти страшные дни. Серый февраль, жуткая дрожь в руках, нервный зуд, ранние сумерки, обжигающий горло глоток, пропащие вечера. Все это в прошлом. Сегодняшняя моя жизнь похожа на плодоносящую золотую осень. Думая о деньгах, я радуюсь. Я с радостью трачу деньги и испытываю при этом счастье. Жизнь полностью выровнялась, стала интересной. И все это благодаря тем секретам, о которых я пишу в этой книге. Представьте на минуту, что энергия денег похожа на врача, к которому вы записаны на прием. Нехватка денег – это больной зуб. Идти к зубному не хочется, так как понятно, что когда он приступит к лечению, вы испытаете неприятные ощущения. Желания посетить стоматолога у вас нет, зато про запас есть много причин к нему не пойти. Нет денег, на еду деньги нужнее и так далее. По собственной воле вы не найдете возможности прийти к врачу и всячески будете отбрасывать любую мысль о нем. Между работой с энергией денег и походом к стоматологу можно провести аналогию. Нужно идти, но нет желания, и об этом не хочется даже думать. Концепция процесса вечного, непрекращающегося денежного потока состоит в том, что, прикасаясь к деньгам во время растраты денег, а также когда мы думаем о них, мы всегда испытываем сумасшедшее удовольствие, которое называется денежным оргазмом. Получать денежный оргазм от мыслей о деньгах – это кропотливая и сложная работа над собой. Этому я и хочу вас научить с помощью данной книги. Наша задача – получать удовольствие от мысли о деньгах, получать удовольствие от решения своих проблем, получать удовольствие от энергии денег. Школа Кайлас, Андрея Тулько.
Секрет второй. Уберите червей из тела. Причем тут черви? Дело в том, что червями я называю старые, запертые чувства. Они настолько стары, что распознать их и интерпретировать практически невозможно. И тем не менее, именно они блокируют наше правильное отношение к деньгам. Я уверен, что эти чувства связаны с нашими нереализованными сексуальными желаниями. Они возникают всегда на уровне нашего живота, там, где находится наша вторая чакра. Сосредоточьтесь мысленно на своем теле в тот момент, когда вам становится жалко отдавать деньги, или когда вы думаете о них. Попробуйте. Это необходимо сделать, чтобы понять, возникло ли в вашем теле где-либо неприятное ощущение. Есть? Ну, конечно. Это неприятное ощущение в животе и в средней части груди. Это наши запертые эмоции, и наша память дают о себе знать. Весь ваш негативный переживательный опыт при общении с деньгами – это то, что находится в теле в виде неприятных, стихийно возникающих ощущений в животе. Теперь вы знаете, то ощущение, которое возникает в вашем животе, когда вы думаете о деньгах, является энергией, блокирующей деньги. Убрать его очень легко, если придерживаться одного из следующих методов. Метод первый. Когда появляется это неприятное чувство в области живота, сосредоточьтесь на нем и мысленно зажгите перед собой свечу. Представляете, что вы вынимаете то, что находится в животе, и сжигаете это в пламени свечи. Метод второй. Вынести это ощущение можно еще и на бумагу. В центр листа формата А4 ставим шариковую ручку и быстро чертим все, что захочется. Любые каракули. Выносим через ручку это беспокоящее чувство. Метод третий. Сосредоточьтесь на этом чувстве и просто хлопайте ладошкой по тому месту, где оно проявилось. Не получается похлопать? Поводите на поверхности этого чувства рукой. Водите рукой так, как будто вы стряхиваете с себя это ощущение. Я советую каждое утро прохлопывать обеими ладонями свой живот после вдоха на задержке дыхания. Сделайте это несколько раз, хотя чем дольше, тем лучше. Это простое упражнение убирает червей, блокирующих поток энергии денег. Если у вас есть долг и вам его необходимо отдать, но при этом вам сложно расстаться с деньгами, советую следующий метод. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, обведите их мысленно и выкиньте из своего тела. Теперь смело отдавайте деньги. Мне лично раньше всегда было сложно отдавать долги, как и вообще расставаться с деньгами. При этом я знаю, что являюсь хорошим человеком и понимаю, что делать это необходимо. Годами я обрастал долгами. Когда появлялась возможность их погасить, я совершенно не стремился к этому и находил 1000 возможностей, чтобы долг не отдавать. Сам себе объяснял, что есть более насущные проблемы, требующие денежных вливаний. Сейчас, спустя годы, я утверждаю, долги необходимо отдавать. Долги перекрывают энергию движения вперед. И еще, относитесь к своим долгам хорошо, получайте удовольствие от того, что они у вас есть, и стремитесь отдать их побыстрее. Погашение долгов – это путь к материальному процветанию. Секрет третий. Все деньги имеют направление. Замените слово «тратить» на слово «покупать». Этот метод обычно всем очень нравится. Любую энергию можно направить. Это просто необходимо сделать. Запомните, когда мы тратим деньги или что-то приобретаем, мы работаем с энергией денег. Помните об этом всегда. Чтобы пояснить свою мысль, приведу пример. Ваш знакомый попросил вас купить для него букет цветов, но сделать это завтра. А деньги он вам отдал сегодня. И тут у вас появилось желание сегодня этими деньгами воспользоваться. Сыграть в рулетку или лотерею, или вложить еще во что-нибудь, по вашему мнению, очень выгодное и безопасное. Так вот, куда бы вы эти деньги ни вложили, у вас ничего не получится. Вы их захотели потратить не туда, куда направлял их хозяин этих денег.
Вы проиграете и в рулетку, и в лотерею, и в остальных делах потерпите фиаско. Причина в том, что все деньги имеют свое направление. В моей жизни был такой случай. Мы с партнерами решили открыть магазин. Партнеры дали мне большую сумму под этот проект, но открытие магазина затянулось на несколько месяцев. В этот момент меня посетила идея, не открыть ли мне магазин самому, без партнеров. Тем более, что прибыль, которую можно было бы выручить за несколько месяцев, позволила бы мне вернуть им все деньги. Я так и сделал, но в процессе открытия магазина появились непредвиденные расходы. Денег я потратил больше, чем планировал, а после открытия все и вовсе пошло не так. Не было нужного уровня продаж, мне подняли арендную плату, потом вдруг исчез товар и начались проблемы с сотрудниками. С магазином ничего не получалось, я не смог заработать на нем, зато сумел великолепно все потерять и залезть в долги. А все почему? Направлением этих денег было открытие магазина вместе с партнерами. Я же решил сделать все сам. Поэтому и пролетел. Анализируя опыт своих неудачных предприятий, я вывел эту закономерность. Деньги всегда имеют свое направление, и тратить их на что-то другое нельзя. Это не только не принесет никакой пользы, деньги просто исчезнут. Если вы откладываете средства на покупку телевизора, то потратьте их именно на телевизор, а не на что-то еще. Решите вложить в бизнес, ваш проект прогорит. Как можно использовать данную закономерность для привлечения денег? А вот как. Отдавая деньги, представляйте, что вы покупаете ваше материальное благополучие – квартиру, машину и так далее. Это позволит придать деньгам нужное целевое направление. Недавний случай из моей практики. У меня был запланирован семинар «Магия денег» во Львове. Проведение семинара было намечено на 19:00. Весь день был свободен, и я решил поэкспериментировать с изменением направления денег. Я кое-что купил в одном из торговых центров, но перед тем, как рассчитаться за покупки, я на купюрах нарисовал треугольник с буквой «Д». Отдавая деньги, я задал им направление. На эти деньги я покупаю себе свое материальное благополучие. Каково же было мое удивление, когда вечером за семинар со мной рассчитались моими же купюрами. Я спросил у людей, которые ими рассчитались, где они их взяли. Оказалось, что одному купюру отдали на рынке, другой получил их в расчет за работу. Купюры попали к ним в разный период времени, но ко мне они попали одновременно, приумножив мой доход в 1,5 раза. Деньги, которые имеют хозяина, всегда возвращаются, да еще и за ручку с товарищами. Советую и вам последовать моему примеру. Производя расчет в ресторане, такси или где-либо еще, представляете, что вы не просто их тратите, а покупаете свое материальное благополучие. И цель покупки – ваша квартира, машина, яхта, все, что вы бы хотели в этой жизни получить, и что символизирует для вас богатство. Не живите по принципу «я экономлю и выживаю». Применяя мой метод, вы будете жить по принципу «я приобретаю себе, покупаю себе». Это великолепный прием. Он мгновенно изменяет наше отношение к трате денег. Насколько лучше жить без переживаний по поводу того, что вы потратили на что-то свои деньги? Теперь вы их не просто потратили, вы купили свое материальное благополучие. Всегда давайте деньгам направление. Не игнорируйте это правило. Используйте это правило активно. Замените слово «тратить» на слово «покупать». Пусть теперь слово «тратить» навсегда уйдет из вашей жизни, так как оно из лексикона нищеты. Всегда говорите «я купил себе свое материальное благополучие». И этот несложный прием очень быстро приведет вас к материальному благосостоянию и богатству. Вы можете это проверить. Секрет 4. Замените страдания радостью. Очень интересный метод. Великолепно изменяет наше отношение к энергии денег. Делает нас спокойными и решительными. Что обычно является источником наших переживаний?
я бы непременно волновался по поводу того, что нужно вовремя оплатить счет, что не смог отдать долг, что нет возможности сделать оплату, а очень нужно. Этих переживаний может быть миллион, и все они связаны с деньгами. Они мучают нас и днем, и ночью, мешают спать, мешают жить, преследуют нас в каждую секунду. О, ужас! Эти переживания – это источник нашей вечной нищеты. Так вот, чем больше вы переживаете, тем беднее станете. Но это зло, это пытка, всего лишь наш личный мазохизм. Это мучение, придуманное нами. Поверьте, только за то, что я избавлю вас от этих мучений, я заслуживаю Нобелевскую премию. Приступим к избавлению. Во-первых, жить по-другому очень приятно. Когда у вас появляются переживания, что у вас чего-то нет, тут же меняйте это переживание на радость по поводу того, что у вас скоро это будет. Например, вы страдаете и говорите себе: «У меня нет денег, чтобы оплатить счета». Замените это переживание радостью. «Скоро у меня будет столько денег, что я смогу оплатить любые счета». Переживание: «У меня нет автомобиля и мне не на чем ездить». Радость: «Скоро и у меня будет красивый автомобиль». Кажется, это несложно. Что вам от страданий? Только страдания. Но радость, которая возникает вместо страданий, может быть ступенькой к вашим достижениям и целям. Вы становитесь более целеустремленными, у вас не опускаются руки. Наоборот, вы намерены работать и достичь результата с большей силой. Так появляются в жизни мимолетные цели. Эти маленькие мимолетные цели являются ступеньками в нашем сознании на пути настоящего материального благосостояния и личностного роста. Наш внутренний мир сонастраивается с нашим стремлением. Стремление, в свою очередь, перерастает в целеустремленность, а целеустремленность – в ваш успех. Скоро у меня будет полно денег. Скоро их у меня будет так много, что я не смогу потратить их за всю свою жизнь. Когда вы произносите эти слова, появляются ли в вашем животе негативные ощущения? Ага, это зашевелились ваши черви. Еще не знаете, что с ними делать? Тогда вы невнимательно читали. Возвращайтесь к началу книги и перечитайте второй секрет. Какой бы негатив ни посмел нарушить мой покой, я знаю метод. Мгновенно все менять на позитив. Так жить легче. Очень советую. Спасибо, скажете потом. Секрет 5. Радуйтесь деньгам онлайн. Обратите внимание, что именно вы ощущаете, когда получаете на руки деньги. Неважно за что. Расчет за работу или просто, чтобы пересчитать деньги. Ирина. Мой начальник не доплачивает мне деньги. Я всегда по этому поводу переживаю. Каждый раз во время расчетов я думаю, что он меня обманул. Вопрос. Ира, но вы ведь заработали деньги. Почему же вы не радуетесь? Ирина. Потому что мне их не заплатили в полной мере, как договорились. Мой совет. Воспринимайте любые деньги онлайн, не думайте о том, что их нужно отдать или что вам их не доплатили. Радуйтесь тому, что они в вашей жизни появились. Если вы научитесь этому, когда будете принимать деньги, вы всегда будете богатыми людьми. Что же делала Ира? Она думала, что ее, как всегда, надули. Она начала порождать энергию страдания. Ясно, что благополучие этим не притянешь. Вы заработали деньги сейчас, радуйтесь онлайн. Не доплатили их вам, причем тут вы? Это проблема не ваша, а того человека, который вам их не доплатил. Радуйтесь любым деньгам в данный момент времени. Целуйте их, хвалите мысленно и вслух. Запомните, никогда принимая деньги, нельзя излучать негатив. Нельзя даже оставаться спокойным и равнодушным. Это тоже путь к нищете. Контролируя свои страдания и блокируя их, мы искореняем и уничтожаем свою нищету. Если вы добились результата, деньги в ваших руках, вы обязаны испытывать внутреннее наслаждение. Считайте, что вы уже на коне.
Теперь ваш путь приобретает лишь одно направление – путь к богатству и материальному благополучию. Повторюсь еще раз. Получая деньги, всегда радуйтесь в тот момент, в котором вы их получили. Старайтесь радоваться деньгам от чистого сердца, так как будто это самое ожидаемое и большое счастье, которое вы могли познать. Прошлого уже нет, будущее еще не наступило, но есть настоящее. Вот оно. Именно настоящее формирует будущее. Радуясь деньгам в настоящем, получишь много денег в будущем. Когда-то было очень популярным мнение о том, что если носить в своем кошельке фотографию любимого человека, то будут деньги. После чего весь народ вложил фотографии родных и близких в свои кошельки. Теперь вы понимаете, как это работало? Мы вкладывали в кошелек или вынимали из кошелька деньги, мы видели при этом фотографии близких людей и получали от этого удовольствие. Мы получали удовольствие онлайн от соприкосновения с деньгами, а стимулятором энергии позитива являлись фото наших родных. Только вот деньги исчезали из кошелька в том случае, если не было в этих отношениях искренности. Если любите, носите в кошельке фотографию, а если нет, то лучше уберите ее подальше. Секрет 6. Радуйтесь чужому успеху. Люди завидуют чужому успеху. Это общеизвестно. Мы беспокоимся, когда кто-то гораздо более успешен, чем мы. Нам это не нравится. Когда мы видим человека, едущего на Ламборджини или Мазерати, плывущего на своей яхте, тратящего баснословные деньги на безделушку, нас это, мягко говоря, раздражает. Мы испытываем чувство злости к этому человеку и, по правде говоря, готовы смешать его с грязью. Но самое печальное, что от этого становится хуже только нам самим. Зависть блокирует наше благополучие. Всегда, когда вы узнаете, что кто-то заработал деньги, говорите: «Вот, какой молодец!» Таким образом, вы демонстрируете свое позитивное отношение к энергии денег. И поверьте, эти деньги будут в вашей жизни. Восхищаясь чужими успехами, мы становимся богаче. Негатив, который вы испытываете по отношению к человеку, добившемуся чего-то в своей жизни, это ложная вера в то, что большие деньги можно заработать только нечестным путем и незаконно. Это абсолютное заблуждение. У меня и на самом деле у многих из вас есть множество знакомых, заработавших деньги законно и честно. Такое неправильное мышление заставляет нас верить в то, что деньги – зло, а люди, их заработавшие – негодяи. Вам не нужно это заблуждение. Оно вредит только тем, кто в него верит. Это устроено где-то так. Если я бедный, но верующий человек, соблюдаю заповеди, не убей, не укради и прочее, то те люди, которые добились материального богатства, заработали эти деньги, нарушая заповеди, воровали, убивали и так далее. Это такое же заблуждение, как «не в деньгах счастье». Счастье не в деньгах. Счастье в изменении своего отношения к деньгам. Деньги – это хорошо. Деньги – это путь к свободе. Многие из тех, кто считает, что деньги – зло, совершают ошибки. Женятся ради денег, встречаются ради денег, общаются ради денег. Много всего происходит ради денег. Человек переступает через себя, тратит свое здоровье, попирает свои принципы. И все это ради денег. Человек, который не пускает деньги, то есть зло в свою жизнь, готов ради них на многое. Иначе ему их не видать. Принятие денег, владение деньгами – это путь к свободе. Такой человек делает то, что хочет, живет с кем хочет и там, где хочет, говорит, что хочет, отдыхает, когда хочет, и одевается во что хочет. Кто имеет деньги, тот свободен, более расслаблен и может позволить себе быть счастливым.
Секрет 7. Якорите свои успехи. Люди, достигшие материального благополучия, заякорили, привязали себя к своему успеху, и сделали они это в виде подарков самому себе. Если в тот момент, когда вы смогли заработать приличные деньги, вы делаете себе подарок, ваши заработки никогда не исчезнут, а будут всегда на высоком уровне. Подарок должен быть дорогим и абсолютно бесполезным. Только такой подарок будет удерживать поток денег на уровне вашего заработка. Если вы заработали $1000 в этом месяце и после этого смогли заработать 2000 в следующем, в этот момент сделайте себе подарок, и в дальнейшем вы всегда будете зарабатывать по $2000. Еще лучше сделать подарок на сумму всей прибыли. Вы никогда не задавались вопросом, зачем человеку, у которого уже есть дорогие машины, еще одна дорогая машина? Или для кого в магазинах лежат ручки стоимостью столичной квартиры? Эти вещи лежат для людей, знающих этот секрет. Купив такую ручку, человек уже никогда не спустится до заработка ниже стоимости этой ручки. Эта ручка будет для него мотиватором новых достижений. Итак, если ты купил, и естественно не жалеешь об этом, предмет стоимостью равной твоей прибыли, и этот предмет радует тебя, ты всегда будешь получать такую же прибыль. Прибыль выросла? Покупай следующую вещь. У меня часто возникали ситуации, когда мне предлагали заработать. Так однажды я внезапно заработал $1000. Обычно такого не случалось. Заработок был стихийным и незапланированным. Желание потратить деньги на семью было огромным, но тем не менее я купил себе на эти деньги часы. Спустя какое-то время я участвовал в фестивале тренинговых агентств, где презентовались тренинги в сфере психологии и личностного роста. Там я познакомился с интересными и перспективными ребятами, с которыми сейчас зарабатываю как партнер очень приличные деньги. Как-то я спросил у них, почему они выбрали из общей массы именно меня. На что они ответили: мы посмотрели на ваши часы. Многие тренеры рассказывают о личностном росте, о способах зарабатывания денег, но ни на одном из них не было дорогих часов. Вот так мои часы повлияли на ход становления моей карьеры тренера. Секрет 8. Помогайте родителям деньгами. Если вы не помогаете своим родителям деньгами, то они начинают думать, что у вас плохи дела. Переживая за вас и полагая, что у вас все плохо в жизни, они тем самым блокируют ваше материальное благополучие. Известно ли вам о том, что сильнее всего на человека могут влиять мысли людей, связанных с ним кровными узами? Если родители думают, что у вас не все в порядке, даже если у вас все хорошо, то влияние их мыслей на вашу жизнь может сильно ее изменить. Дабы не волновались попусту, отчисляйте им периодически небольшую сумму. Когда они получат деньги, никто и не подумает сомневаться в том, что у вас все хорошо. Все богатые люди знают, что в течение месяца нужно отчислять небольшую сумму своим родителям. Представьте, что родители – наши гневные божества, которых нужно периодически задабривать, и делать это нужно, перечисляя на их индивидуальный счет деньги. Начните это делать, и вы увидите, как заметно вырастет ваше материальное благополучие. Это тем более важно, если вы обижаетесь на родителей или вообще их не любите. Я знаю многих богатых людей и успешных политиков, которых связывает одна черта – они все помогают родителям. Политик Литвин, к примеру, просто боготворит свою маму, обеспечивает и обожает ее. Угадайте почему? Важное замечание. Помогая, не забывайте о третьем секрете, о том, что мы не тратим, а приобретаем. Перечисляя деньги родителям, всегда мысленно покупайте себе материальное благополучие. Со мной было так. Начав помогать маме, я стал лучше к ней относиться, и она тоже поменяла свое отношение ко мне.
Но как же было приятно, когда у меня заметно улучшилось материальное благосостояние. Мама меня любит, благосостояние улучшилось, все проекты стали реальностью. Люди хотят мне давать деньги, я хочу зарабатывать. Все это стало возможно потому, что моя мама перестала волноваться обо мне. Секрет 9. Помогайте деньгами тем, кто в них нуждается. Вы улыбаетесь при встрече с людьми. Зачем? Вероятно, для того, чтобы люди к вам лучше относились. Вы отдаете энергию своего расположения, и после этого человек хорошо к вам относится. Это как лить воду в землю с сознанием того, что через время эта вода польется сверху на вас. Круговорот воды в природе. Вы улыбаетесь людям, и они улыбаются вам. Также и с энергией денег. Если вы даете деньги просто так людям, которые в этих деньгах очень нуждаются, причем отдавая эти деньги, вы не испытываете жалости от того, что вы делаете, то очень быстро эти деньги к вам возвращаются. Очень хорошо иметь знакомых, которые нуждаются в деньгах. Это большое счастье найти таких людей, которые будут еще и благодарны после того, как вы дадите им деньги просто так. Еще лучше дать им их в случае, если они очень нуждаются, так как после еще долгое время будут вас вспоминать и мысленно благодарить. Скажу словами Достоевского: в корне любой добродетели лежит эгоизм. И это нормально. Помогайте людям, но только тем, которые нуждаются в этих деньгах. Предостережение. Если у вас до сих пор возникает жалость после того, как вы помогли человеку деньгами, лучше этого не делайте. У меня есть ряд случаев, когда, отдавая безвозмездно деньги, я увеличивал свое материальное благополучие. Я отдавал на вокзалах нищим сколько мог. Помогал знакомым, нуждающимся, детям. Продолжаю это делать по сей день. Я знаю, что отдавать безвозмездно – это как улыбаться, получая расположение взамен, расположение денежной энергии. Если человек после того, как получил от вас деньги, искренне радуется своему счастью, то в вашей жизни это мгновенно проявится. Для бомжа, который просит деньги на пропитание 200 гривен, это большая сумма. Когда он получил ее от меня, то расплакался. Немного погодя, я анализировал торговую выручку своих магазинов. И что я увидел? Я потратил 200 гривен на одного человека, а у всех моих магазинов выручка в течение дня выросла на 30%, и общая сумма прибыли составила $2000 за день. Я продолжаю помогать и практически всегда наблюдаю такой же эффект. Оказывается, помогать очень выгодно, но делать это необходимо, как я уже говорил, искренне и от души. Секрет 10. Будущее никогда не произойдет, если об этом знает много людей. Держите ваши желания в тайне. Многие совершают ошибку, хвастаясь о своих успехах. Если у вас в планах крупное приобретение, подписание выгодного контракта или что-либо другое, значимое для вас, всегда держите это в глубочайшей тайне. Если вы собираетесь начать новый бизнес и при этом спрашиваете совет у родственников и знакомых, можете его не начинать, уже ничего не получится. Как это устроено? Когда другой человек слышит от вас о том, что вы хотите сделать, он может блокировать энергию вашего начинания энергией своей зависти. Энергия вашего потенциального начинания всегда слабее, чем энергия зависти, которую выделяют завистливые люди. Поэтому запомните, если вы что-то начинаете, всегда держите это в большом секрете и никому ни слова.
Глава 2. 10 дополнительных советов. Секреты привлечения материального благополучия, поведанные мною вам, просты для исполнения. Важно помнить о них и не забывать применять в повседневной жизни. Начните работать с энергией денег и получать денежный оргазм. Секретов всего 10. Первый. Прикасаясь к деньгам, думая о них, испытывайте сумасшедшее удовольствие – денежный оргазм. Второй. Уберите из тела червей, блокирующих поток энергии денег. Третий. Все деньги имеют направление. Замените слово «тратить» на слово «покупать». Четвертый. Замените страдания радостью. Пятый. Радуйтесь деньгам онлайн. Шестой. Радуйтесь чужому успеху. Седьмой. Якорите свои успехи. Восьмой. Помогайте родителям деньгами. Девятый. Помогайте деньгами тем, кто в них нуждается. Десятый. Будущее никогда не произойдет, если об этом знает много людей. Держите ваше желание в тайне. Выработав для себя стратегию из 10 секретов, я быстро стал расти по направлению к своему материальному благополучию. Этот рост я наблюдаю до сих пор. Он развивается в геометрической прогрессии. Но помимо секретов, я хотел бы дать вам несколько тактических советов. Вам придется не только стратегически планировать свою кампанию по достижению благополучия, но и совершать действия, которые должны ее усилить. Совет первый. Скажите себе, при чем тут я? Если вы руководитель компании, мой вам совет. Не берите все на себя. Вы не обязаны отвечать за все, что в вашей компании происходит. На войне воины сражаются, а генерал отдает приказы. Если вы тратите деньги на персонал, а компания несет убытки, не платите заработную плату своим сотрудникам. Они не доработали. Вы отдали им приказ зарабатывать для компании деньги, а они не смогли их заработать. Причем тут вы? Вы тут ни при чем. Виноват персонал. Быстро поменяйте свой персонал и меняйте его до того момента, пока он не начнет зарабатывать для вас. Ваша обязанность как руководителя – предоставить рабочие места и возможность для развития персонала. Когда я начал говорить именно так на любые обвинения в свой адрес, у меня появилась новая способность – умение видеть в людях недостатки. Когда какой-то человек обвиняет вас, постарайтесь не принимать это близко к сердцу, а спросите себя, какова цель этих обвинений? Соответствуют ли эти обвинения действительности? Представлен ли в этих обвинениях ваш интерес? Отодвигание своего «я» помогает решать самые сложные конфликтные ситуации. Дистанцируйтесь от проблемы, посмотрите на нее со стороны. Тогда у вас будет больше возможностей для маневра. В магазин приехала проверка. Проверяющие инспектора сразу же затребовали начальство. Несмотря на то, что я возглавлял предприятие, я решил не торопиться, пока все не прояснится, и сказал, что руководителя нет в стране. А вы кто? Администратор. Вопросы решать можете? Могу, но не сразу. Если бы сразу я сказал, что я начальник, следующим этапом был бы прессинг. А так все прошло гораздо мягче. С администратором разговоры какие? Ну, передайте тогда начальнику что и так далее. Я делал изумленные глаза. Конечно, я все передам. Когда сумма решения вопроса о попросту взятке была оглашена, мой якобы отсутствующий в стране начальник, то есть я, через меня очень долго торговался, до момента решения ситуации. Так что не подставляйтесь, отодвигание своего «я» помогает нам в разных непростых ситуациях.
Совет второй. Говорите правду себе и окружающим. Это одна из самых удивительных способностей, которую нужно развить у себя для того, чтобы стать богатым человеком. Простота все решает. Обман напрямую связан с осложнением любой, даже самой простой ситуации. Пусть вашим кредо будет честность. Я вспоминаю сложные времена в моей компании. Моим сотрудникам было легче получать зарплату, чем работать и зарабатывать. Работать они не хотели. Полдня они пили кофе и юзали в интернете. Я все думал и переживал, как правильнее сказать, как убедить, как исхитриться, чтобы компания заработала. Я понял это. Я начал говорить им правду, то есть то, что думал. Если я вижу, что человек вор, я скажу ему об этом. В офисе я не даю зарплату сотруднику в том случае, если нет явной прибыли от его работы. Я не мучаюсь и не сдерживаю себя. Мне проще высказать свое мнение окружающим, даже если оно им не нравится. Всегда говорите правду. Пусть это станет вашим кредо. Совет второй. Говорите правду себе и окружающим. Это одна из самых удивительных способностей, которую нужно развить у себя для того, чтобы стать богатым человеком. Простота все решает. Обман напрямую связан с осложнением любой, даже самой простой ситуации. Пусть вашим кредо будет честность. Я вспоминаю сложные времена в моей компании. Моим сотрудникам было легче получать зарплату, чем работать и зарабатывать. Работать они не хотели. Полдня они пили кофе и юзали в интернете. Я все думал и переживал, как правильнее сказать, как убедить, как исхитриться, чтобы компания заработала. Я понял это. Я начал говорить им правду, то есть то, что думал. Если я вижу, что человек вор, я скажу ему об этом. В офисе я не даю зарплату сотруднику в том случае, если нет явной прибыли от его работы. Я не мучаюсь и не сдерживаю себя. Мне проще высказать свое мнение окружающим, даже если оно им не нравится. Всегда говорите правду. Пусть это станет вашим кредо. Совет третий. Делайте что-то одно и будьте в этом настойчивы. Очень часто предприниматели совершают одну ошибку. Эта ошибка заключается в частом переключении своего внимания на что-то еще, кроме того, что приносит прибыль. Представьте себе, что прибыль – это ваша невеста. Она живет в большом доме с множеством дверей. Вы начинаете звонить в первую дверь, но не успела еще невеста открыть ее вам, вы тут же переключаетесь и стучитесь в новую дверь. Вам кажется, что невеста там, за новой дверью. Но и возле этой двери вы не стали ее долго ждать и перешли к третьей. Невеста не успевает за вами, вы очень быстро переключаетесь с одного на другое, и таким образом двери для вас всегда закрыты. Аналогию с невестой рекомендую запомнить, она нам в дальнейшем еще пригодится. Проявить настойчивость означает делать одно и то же длительное время. Делать последовательно, руководствуясь внутренним структурным планом. И при этом верьте, что все получится, как это сделал я. Я хотел проводить семинары, но каждый раз людей было настолько мало, что доходов с трудом хватало на оплату аренды зала. Но у меня была вера в себя. Я знал, что мои семинары нужны и интересны людям, что мне нужно быть настойчивым и последовательным. Первые прибыли были маленькими, но в течение года я стал зарабатывать все больше и больше. Вместе с ростом прибыли крепла и моя вера. Сегодня это большой проект, который приносит прибыль, на которую можно обеспеченно жить.
Сейчас, спустя несколько лет, я сделал вывод из этой ситуации. Нужно всегда свято верить, и то, что ты делаешь, будет иметь финансовый успех. Когда вы сажаете яблоню, вы же не ожидаете мгновенного роста яблок. Это естественно, не ждать результатов сразу. Сосредоточьтесь и потерпите. Будьте как капля воды, которая медленно, но планомерно, капая с неба, точит камень. Самая важная черта богатого человека – это настойчивость и видение общей картины. Многие политические лидеры были обычными людьми, но их отличала чертовская настойчивость при постановке цели. Совет третий. Делайте что-то одно и будьте в этом настойчивы. Очень часто предприниматели совершают одну ошибку. Эта ошибка заключается в частом переключении своего внимания на что-то еще, кроме того, что приносит прибыль. Представьте себе, что прибыль – это ваша невеста. Она живет в большом доме с множеством дверей. Вы начинаете звонить в первую дверь, но не успела еще невеста открыть ее вам, вы тут же переключаетесь и стучитесь в новую дверь. Вам кажется, что невеста там, за новой дверью. Но и возле этой двери вы не стали ее долго ждать и перешли к третьей. Невеста не успевает за вами, вы очень быстро переключаетесь с одного на другое, и таким образом двери для вас всегда закрыты. Аналогию с невестой рекомендую запомнить, она нам в дальнейшем еще пригодится. Проявить настойчивость означает делать одно и то же длительное время. Делать последовательно, руководствуясь внутренним структурным планом. И при этом верьте, что все получится, как это сделал я. Я хотел проводить семинары, но каждый раз людей было настолько мало, что доходов с трудом хватало на оплату аренды зала. Но у меня была вера в себя. Я знал, что мои семинары нужны и интересны людям, что мне нужно быть настойчивым и последовательным. Первые прибыли были маленькими, но в течение года я стал зарабатывать все больше и больше. Вместе с ростом прибыли крепла и моя вера. Сегодня это большой проект, который приносит прибыль, на которую можно обеспеченно жить. Сейчас, спустя несколько лет, я сделал вывод из этой ситуации. Нужно всегда свято верить, и то, что ты делаешь, будет иметь финансовый успех. Когда вы сажаете яблоню, вы же не ожидаете мгновенного роста яблок. Это естественно, не ждать результатов сразу. Сосредоточьтесь и потерпите. Будьте как капля воды, которая медленно, но планомерно, капая с неба, точит камень. Самая важная черта богатого человека – это настойчивость и видение общей картины. Многие политические лидеры были обычными людьми, но их отличала чертовская настойчивость при постановке цели. Совет четвертый. Вкладывайте в себя. Это лучшее вложение. Для того, чтобы построить дом, необходим мощный фундамент. Ваш фундамент – это ваши знания, которые вы всегда можете приобрести. Если вы хирург, это подразумевает, что у вас есть медицинское образование. Иначе вы можете лишиться и работы, и свободы. Почему же многие, начиная заниматься определенным видом бизнеса, не утруждают себя получить хотя бы элементарное образование, связанное с этим направлением? Если вы решили заняться определенным видом бизнеса, начните работать с кем-то или на кого-то, кто вас научит это делать. Всех богатых людей кто-то научил зарабатывать деньги. Просто так это умение ни у кого не появилось.
Но учеба – это не единственное вложение в себя. Делайте себе что-нибудь приятное. На моих семинарах люди были приятно удивлены, когда поняли некую зависимость. В то время, когда они делали себе массаж тела, у них появлялись деньги. Яркие приливы денег в жизнь. Поэтому вкладывайте в себя, в свое тело, мозги, здоровье. Вы – главный продукт. А у каждого продукта есть красивая обложка, яркая оболочка. Станьте красивым, ухоженным, здоровым, загорелым, одетым со вкусом. Позаботьтесь о вашем внешнем виде, а также о том, как выглядит мир, в котором вы проводите большую часть жизни. Старайтесь общаться с успешными, состоятельными людьми. Живите в престижном доме, даже если это чердак. Не жалейте средств на себя. Позвольте себе то, в чем так долго себе отказывали. Курс массажа, длительный сон, неторопливо съеденное вкусное блюдо. Изучите хорошие манеры. Докажите себе, что сможете изучить иностранный язык. Дороже всего в этом мире можно продать мозги, свои знания. Сделайте их продуктом, выберите направление, в котором вы считаете себя специалистом, и развивайтесь в этом направлении. Со временем вы сможете читать лекции, связанные с этим направлением, большому количеству людей, и делать это за приличные деньги. Итак, осталось лишь определиться со своим индивидуальным направлением. Совет 5. Никому ни на что не жалуйтесь. Вы уже знаете, что любое страдание порождает только страдания. Именно поэтому ваши жалобы делают все еще хуже. Большинство неудачных начинаний были связаны с тем, что владелец жаловался на то, как тяжело вести бизнес. Если человек жалуется, это означает, что то, чем он занимается, ему в тягость. Мои знакомые жаловались на то, что им тяжело обслуживать свой большой дом, содержать и убирать его. Обстоятельства сложились таким образом, что на работе произошли неприятности, и владельцу, моему знакомому, пришлось выплачивать очень крупную сумму. Пришлось заложить дом, а через некоторое время он его потерял. Все произошло по алгоритму. Жалуешься, тебе это в тягость. Ты навсегда это теряешь. Любая жалоба заявляет миру: «Я хочу это потерять». Если вы это понимаете, немедленно прекращайте жаловаться. Совет 6. Затрачивайте больше энергии в настоящем. Если энергии в будущем времени тратится больше, чем в настоящем, то настоящее не происходит. Это не просто понять, но тем не менее необходимо. На примере будет понятнее. Как-то раз мне нужно было продать квартиру. На деньги, вырученные от продажи, я хотел открыть ресторан. Квартира не продавалась, я все ниже и ниже опускал цену, но ее упорно никто не хотел покупать. Это казалось странным. Квартира расположена в популярном районе, в ней сделан хороший ремонт, плюс ко всему я выставил ее по очень низкой цене. Только через какое-то время я понял причину этой неудачной попытки. Ее мне поведал третий секрет. Все деньги имеют направление. Для того, чтобы продать квартиру, необходимо было всего лишь позвонить в несколько риэлторских компаний. Чтобы открыть ресторан, понадобилось бы гораздо больше усилий. Найти недорогое помещение, проработать с рецептурой, найти сотрудников, официантов, поваров, приобрести оборудование, программу учета. То есть на ресторан было бы затрачено гораздо больше энергии, нежели на продажу квартиры. Но я уже уравнял эти два проекта, хотя с точки зрения энергетических затрат они не были равноценны.
Запланированного события в будущем не произойдет, если для его совершения в настоящем тратится гораздо меньше усилий. А что же делать, спросите вы? Выход, оказывается, существует. В моем случае необходимо было придать целевое назначение от продажи квартиры, и эта цель не должна быть энергоемкой. И вот что я сделал. Я купил красивую коробку из бумаги, написал на ней «Коробка для денег», которые придут от продажи моей квартиры. Очень быстро моя квартира продалась. Я убрал мысли об открытии ресторана. Я изменил цель. Я просто захотел деньги в красивую коробку. Совет 7. Вам можно все. Средства общественного мнения зачастую создают ложный образ богатых людей. Им позволено все, с ними бесполезно тягаться, бесполезно спорить. Бедные, но честные люди ничего не могут изменить. Им нечего тягаться с богачами. Это абсолютный миф, если учесть, что мы живем в демократическом государстве, где закон существует для всех людей. Если вы хотите что-то сделать, сделайте это. Все, что вам мешает в жизни, это страх и лень. Если бы я не ленился, возможно, я бы захотел стать президентом. Что для этого нужно? Собрать подписи 200 тысяч человек. Можно начать с большого рупора на большой площади и небольшого столика для собирания подписей. Я бы прежде всего верил, что это возможно, и каждый день собирал бы подписи в каком-то одном месте. Моя настойчивость через некоторое время привлекла бы ко мне людей, которые захотели бы вкладывать в меня деньги. Уберите свои страх и лень, будьте настойчивы и целеустремленны, и вы убедитесь, вам можно все. Все, что не сможет в дальнейшем вызвать у вас угрызение совести или мучить вас. Все остальное можно. Бедный думает, от меня ничего не зависит. Богач говорит, я смогу все. Думайте и говорите, как богатый человек. И еще, не терпите и не сдерживайте себя. Сдерживание и терпеливость – путь к нищете. Сдерживание своих эмоций – это гордиев узел, который вы обязаны разрубить, иначе выхода из тупика не последует никогда. Чувствуете, что ваши партнеры вас обманывают? Скажите это. Чувствуете, что вам чего-то не договаривают ваши сотрудники? Скажите это им. Чувствуете, что есть элемент напряженности в вашей жизни? К черту дипломатию, скажите об этом. Вам можно все. Совет 8. Реализуйте свои детские желания. У каждого из нас в детстве были желания. Не все они, как правило, осуществились. Но нереализованные мечты – тот же блок для денежных потоков. Вспоминайте, чего вы хотели в детстве очень сильно. Что это было? Говорили ли вы об этом своим родителям? Помогли ли они вам осуществить эту мечту? Если не помогли, а желание осталось неосуществленным, вы заблокировали энергию фортуны в своей жизни. Я в детстве очень хотел часы, обязательно с белым циферблатом. Мне они очень нравились, и я о них долго мечтал. Конечно, никто не собирался мне их покупать. Когда я подрос, я сказал себе, что это не предмет первой необходимости, и начал подавлять свое желание. С годами мое желание исчезло. Но, будучи в зрелом возрасте, я увидел на барахолке часы моей мечты и тут же купил их. Какое же огромное удовлетворение я тогда испытал. К моему удивлению, это повлияло на мое материальное благосостояние. Оно заметно улучшилось. После этого я купил альбом с марками. Еще одна детская мечта. Затем дорогие лаковые туфли. В
течение нескольких лет я исполнил все желания, о которых смог вспомнить. После этого я сильно изменился. Стал добрее, начал проще относиться к жизни. В жизни стали появляться дорогие приобретения. Нереализованные желания – камни, преграждающие путь реке наших целей. Убрав камни, мы освобождаем этот поток. Самые большие и страшные камни – нереализованные сексуальные желания. Если они навалены в вашей реке, вы не будете счастливым человеком. Мечты юности должны быть когда-нибудь реализованы. И неважно, какой они давности. Для реализации желаний юности не существует времени. Отбросьте лишний стыд, отбросьте здравый смысл и, наконец-то, реализуйте себя. Совет 10. Умейте говорить «нет». Задумывались ли вы о том, влияет ли ваше мнение на мнение окружающих людей, родственников, сотрудников, родных? Если вы на хорошем счету и вам проще сказать «да», чем «нет», то открою одну тайну. Вас не видят, к вашему мнению не прислушиваются, вас игнорируют. Зачем что-либо спрашивать у человека, который всегда говорит «да»? Если ваше мнение предсказуемо, то с ним нет необходимости считаться. Сказав «да», вы берете на себя ответственность за то, что делает кто-то другой. Когда этот кто-то хочет, чтобы вы сказали «да», всегда говорите «нет». Не попадайтесь на манипуляцию, если вас вынуждают сказать «да». Один раз скажете «нет», и все начнут обращать на вас внимание. Оказывается, у вас есть свое мнение. При этом никогда не отчитывайтесь ни перед кем, почему нет. Даже если вам хочется сказать «да», все равно говорите «нет». Просто «нет» и все. Деньги любят людей, которые всегда говорят вместо «да» «нет». Глава 3. Настоящая магия денег. Я все-таки маг. Рассуждать о магии денег без применения реальной магии – занятие интересное, но малоэффективное. Теперь, когда вам известны многие секреты, когда вы знаете, как можно работать с энергией денег и какие использовать приемы для того, чтобы денежный поток всегда был направлен в вашу сторону, пришло время приступить к самой магии. Настоятельно предупреждаю, что до того момента, пока у вас не изменится отношение к энергии денег, и до тех пор, пока вы будете продолжать страдать, думая о деньгах, смотря на них или держа в руках, системы магии будут вам вредить. В этом случае с помощью этих систем вы навсегда сможете потерять энергию денег. Использование магических приемов – дело добровольное. Если участие в ритуалах, о которых вы прочтете дальше, будет противоречить вашему моральному или этическому комфорту, то лучше их не использовать. 3 глава моей книги связана с энергией денег напрямую. После магической практики деньги могут появляться в вашей жизни просто так. Даже если вы абсолютный лентяй и ничего не хотите делать, деньги никогда не переведутся в вашей жизни. Будучи магом, который видит энергии вокруг человека, я научился подмечать отличия в свечении успешных людей. Во время медитативных практик мною были выявлены отдельные знаки, которые помогают мне всегда оставаться богатым человеком. Магический метод, который я хочу предложить вашему вниманию, называется «женитьба на деньгах». В начале книги я говорил о том, что такое денежный экстаз. Это был мой первый секрет – всегда испытывать удовольствие,
когда видишь деньги, берешь их в руки и думаешь о них. Но так ли просто это сделать, когда переживания о деньгах вытесняют состояние удовольствия от получения денег? Рассуждать об этом легче, чем выполнить. Данный метод призван помочь нам перестать нервничать и переживать, когда мы помогаем людям деньгами, и перенаправить денежные потоки в свою жизнь. Деньги притянутся к нам словно к денежному магниту. Просто выполняйте данную практику хотя бы раз в день, и вы очень быстро станете материально состоятельным человеком. Последовательность выполнения магической практики «женитьбы на деньгах» такова. Мысленно представляем, что все наши материальные мечты объединяются и превращаются в прекрасную, красивую девушку или молодого человека. Девушка красива, добра, доверчива, нежна. Она смеется и излучает здоровье. Она ваша невеста. Для жениха рисуем в своем воображении не менее убедительный портрет. Можно представить энергию в образе ребенка, но так эффект будет немного хуже. Этот образ должен быть живым, но не придавайте ему внешний вид ваших любимых, друзей или знакомых. Даем девушке или парню имя и, удерживая в мыслях его образ или ее образ, убеждаем себя, что единственное наше желание – владеть этим существом, жить с ним совместной семейной жизнью. После этого мы входим в большое здание. Здание – это символ нашей жизни, а двери – материальное благосостояние. Выбираем свою самую красивую дверь, стучим в нее долго-долго. Нам открывает дверь красивая девушка-невеста или жених, и мы говорим ей или ему: «Я тебя всю жизнь искал, моя любимая». Входим в ваш общий дом, оставляем двери открытыми и начинаем там жить. Представляем, что девушка красиво танцует перед нами и помещаем ее образ в середину головы или в середину сердца. Вам необходимо периодически думать о вашей любимой, представляя ее и иногда тосковать по ней. Так как ваша невеста или жених – это прообраз денежной энергии, то все люди, объединенные энергией денег, являются его или ее родственниками. Поэтому, когда мы отдаем деньги, рассчитываемся деньгами, всегда представляем, что ваша невеста вас благодарит за то, что вы помогли ее родственникам. Тоскуйте по этому образу, скучайте по нему, мечтайте поскорее встретиться, чтобы обнять и поцеловать ее или его. Нет денег – нет любви. Мечтайте о любви, скучайте по ней, этой богине, которая живет в середине вас. Помним, энергия денег – это девушка, а вы тот человек, который хочет познакомиться и жениться на этой девушке. Все люди, которые вас окружают, являются родственниками этой девушки. В случае, если мы даем кому-то деньги или оказываем помощь, мы должны представить, как наша любимая нас за это целует и благодарит. А ваша цель – получать удовольствие, видя, как радуется ваша возлюбленная, и вы вместе с ней. Отдавайте как можно больше денег просто так, представляя, что при этом ваша любимая целует и благодарит за то, что вы делаете для ее родных. Любое проявление красоты и темперамента нашей невесты – это наше материальное благосостояние. Девушка или парень могут олицетворять также и ваш бизнес. Вы начинаете предпринимать какие-то действия в жизни, стучитесь в каждую дверь и начинаете думать, чем заняться. Ваша невеста или жених очень переборчива и ленива. Это бизнес такой. Она медленно подходит к двери. Бизнес не получается, потому что вы недостаточно долго стучите в одну дверь. Это выглядит так, как будто вы постучали и убежали к другой двери. Нужно ждать, и тогда обязательно откроют. Невеста или жених должна вам нравиться. Это обязательное условие. Если вам не нравится то, чем вы собираетесь заниматься, у вас ничего не получится. Для того, чтобы нравиться девушке или деньгам, вы должны делать подарки людям. Денежный круговорот похож на водоворот воды. Чем больше раздаешь, тем больше появляется. Когда пользуетесь деньгами, нельзя думать, что их мало. Нужно воспринимать их как безумную радость. Помним, что любая невеста любит бесплатные подарки, правдивость, помощь родителям, наглость и напор. Аналогичную цепочку предпочтений
можно выстроить и для жениха. Это и есть магическая практика. Ее цель – сформировать у вас новое мышление в отношении денег. Выполняйте ее регулярно, и вы привнесете в свою жизнь деньги и радостное мироощущение. Оно не может не сработать, будьте уверены в этом. Напоследок, мне хотелось бы попросить вас стать открытыми для перемен. Будьте экспериментаторами. Люди любят удивляться. Удивляйте себя и людей. Меняйте стереотипы восприятия. Изменяйте картинку своего бизнеса и своей жизни. Сделайте ее неординарной. Развеселите себя. Не бойтесь шокирующих заявлений. Придите на важную встречу в рваных шортах. Ломайте стереотипы. Ставьте все с ног на голову. В рекламных объявлениях совершайте ошибки. Делайте все наоборот и неправильно. И еще одна просьба. Забудьте слово «гордость». Запомните, умение просить – это хорошее качество. Прямо говорите: «У меня к вам большая просьба». Просить необходимо по той простой причине, что у того, кто просит, всегда все есть. Мир любит вас. Деньги любят вас. Для вас нет ничего невозможного. Поверьте старому магу со стажем. Глава о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Быть богатым – это значит быть свободным. Свободным от комплексов, чрезмерной одержимости собой. Быть свободным от страхов, лени. У вас есть над чем работать. Каждое качество, наработанное нами, превращается в нашу целеустремленность, напористость, бесстрашие, веру в себя, веру в свое будущее. Быть богатым – это значит быть свободным. Богатый человек – это человек, живущий по принципу «живу как хочу, где хочу и с кем хочу». Так жить возможно, так жить нужно. И я желаю вам так жить.